Где? Куда? Где? Куда? Где? Куда? Если вы тоже не знаете, где или куда, это видео для вас. Здравствуйте! Это практика номер 16. Наша тема «Где» или «Куда?». Сегодня мы повторяем глаголы движения. Вы смотрели урок номер 16? Если нет, посмотрите. Сначала посмотрите урок номер 16. Мы знаем 4 глагола движения. Идти, ходить, ехать, ездить. Скажите, пожалуйста, ехать – это движение пешком или на транспорте? Да, на транспорте. А ходить – это движение пешком или на транспорте? Ходить пешком. Отлично. А ездить пешком или на транспорте? Ездить на транспорте. А идти? Идти пешком. Отлично. На уроке у вас было задание. Да, вы писали ответы. Давайте мы проверим это в конце видео. А сейчас очень важная информация. Мы посмотрим, почему глаголы движения – это такая особенная группа. Вы уже знаете очень-очень много глаголов, да? Например, работать, читать, быть, отдыхать, гулять, обедать, завтракать, ужинать и так далее. И это статика. Да? Когда я работаю, я никуда не иду. Да? Это ситуация в статике. Динамика – это глаголы движения. Мы знаем 4. Идти, ходить, ехать и ездить. И какая разница? Почему здесь принципиальная разница? Во-первых, у нас разные вопросы. В статике вопрос «где?». Где вы работаете? Где вы были вчера? Где вы обедаете? И так далее. Вопрос «где?». В динамике вопрос «куда?». Куда? Куда вы идете сегодня вечером? Куда вы ходили вчера? Куда вы едете отдыхать? Куда вы ездили год назад? Наш вопрос «куда?». И во-вторых, у нас разные ответы. Где ответ в или на плюс предложный падеж. В офисе на работе, в школе на уроке, в Испании на море или дома. А здесь вопрос «куда?» и ответ «в» или «на» то же самое, но плюс винительный падеж. В офис на работу, в школу на урок, в Испанию на море и, внимание, домой. Например, где вы были вчера? Где вы были вчера? Я была в офисе на работе.
Куда вы ходили вчера? Я ходила в офис на работу. Видите разницу? Ну что, посмотрим на примеры. Вот, эти примеры вы уже знаете. Это мои друзья. Мы видели эти фотографии месяц назад, я думаю, да? И давайте посмотрим еще раз, где был Александр. Где он был? Он был в офисе на работе. Куда Александр ходил в субботу? Он ходил в офис на работу. Он ходил в офис на работу. Вот, вы видите разницу, да? Это одна ситуация, но у нас два вопроса и два разных ответа. Правильно? Так, а скажите мне, где был Андрей? Где был Андрей? Андрей был на стадионе. На стадионе. Куда он ходил? Куда ходил Андрей? Он ходил на стадион. На стадион. Отлично. А где была Анна? Где была Анна? Анна была в магазине. Анна была в магазине. Куда ходила Анна? Куда ходила Анна? Анна ходила в магазин. Анна ходила в магазин. Ну что ж, я надеюсь, это понятно. А сейчас вы спрашиваете, а я отвечаю. Хорошо? Я говорю ответ, а вы говорите, какой вопрос? Где или куда? Ну вот, например, мой ответ – в театр на спектакль. В театр на спектакль. Какой вопрос? Где или куда? Отлично. Куда? Куда ходила Юля? Куда ходила Юля? В театр на спектакль. В театр на спектакль. Хорошо. А вот Настя и Паша. Мой ответ – в парке. В парке. Какой вопрос? Где или куда? Отлично. Вопрос где? Где были Настя и Паша? Или где гуляли Настя и Паша? В парке. Они гуляли в парке. Они были в парке. Хорошо? И вот Антон, мой ответ, в ресторан. В ресторан на обед. Какой вопрос? Где или куда? Молодцы. Вопрос куда? Куда ходил Антон? В ресторан на обед. Куда ходил Антон? В ресторан на обед. Отлично, молодцы. А сейчас еще немного практики. На доске известные места, достопримечательности. Например, Кремль и Красная площадь. Мои студенты видели Кремль и Красную площадь. Где они были? Куда они ездили? Они были в Москве, в России. Они ездили в Москву, в Россию. Отлично. Эрмитаж и Нева. Мы ходили в Эрмитаж. Мы видели Неву.
Где мы были? Куда мы ездили? Конечно, мы были в Санкт-Петербурге. Мы ездили в Санкт-Петербург. Дальше Лувр и Эйфелева башня. Я ходила в Лувр. Я видела Эйфелеву башню. Где я была? Куда я ездила? Я была в Париже, во Франции. Я ездила в Париж, во Францию. И, наконец, Таймс-сквер и Бродвей. Антон и Анна видели Таймс-сквер и Бродвей. Где они были? Куда они ездили? Антон и Анна были в Нью-Йорке, в США. Антон и Анна ездили в Нью-Йорк, в США. Отлично, молодцы. А сейчас мы наконец-то проверим задание, которое вы делали в прошлый раз, неделю назад. Это примеры, которые я говорила на уроке номер 16. Готовы? Давайте посмотрим. Номер 1. В марте я еду в Испанию. В марте я еду в Испанию. Еду, потому что я, конечно, еду на транспорте. Испания далеко. И это мой план. Я еду. Номер 2. Вы уже ездили в Мадрид и в Барселону? Вы уже ездили в Мадрид и в Барселону? Ездили, конечно, на транспорте. И это форма прошедшего времени. Ездили туда и обратно. Отлично. Номер 3. В мае я еду в командировку. А здесь, как и номер 1, это мой план. Номер 4. Когда я езжу в Петербург, я всегда хожу в Эрмитаж. Езжу, хожу. Здесь у нас регулярная ситуация. Каждый раз, когда я езжу в Петербург, много раз, регулярно, и на транспорте, конечно, я всегда хожу в Эрмитаж. Да, тоже много раз, регулярно хожу в Эрмитаж. И номер 5. Год назад мы ездили на Кипр. Ездили, прошедшее время, на транспорте туда и обратно 1 раз. Номер 6. Летом я обычно езжу на море. Езжу регулярно, обычно, да, и, конечно, на транспорте. Ну как? Я надеюсь, что у вас все правильно и нет проблем. А это ваше домашнее задание. Где и куда – это очень важная тема. И многие студенты говорят, что это трудная тема. Но я надеюсь, что сейчас вам понятно. Напишите ответы в комментариях. И до встречи на уроке номер 17. Жду вас здесь через неделю. Удачи! Пока!